Итак, всем доброй ночи. Я в эти дни собираюсь, как обещала вам, выложить ритуалы, основанные на очень древние поверья, традиции, обычаи, на очень древние колдовские ритуалы и прочее, прочее. Дорогие друзья, я думаю, что каждый из вас слышал о золотом тельце. Золотой телец изображается на многих логотипах фирм, на многих логотипах крупных компаний. Зачем? Почему? Потому что это знак денег, денежной власти, знак богатой, вольготной жизни и прочее. Откуда берет начало этот символ денег? Я бы сказала, денежный идол. Первый раз о золотом тельце мы слышим в осознанном возрасте из Библии. И там сказано следующее. Когда Моисей выводил детей Израилевых из Египта, и вот в Ханаанской пустыне Бог позвал Моисея на гору Синай, где он пропал на 40 дней и не появлялся. И сказали люди брату Моисея, мол, пропал твой брат, не вернется, как нам быть? Аарону. Аарон долго думал, как выйти из этой ситуации. Сначала он говорил, что скоро его брат появится, спустится вниз, что он пошел туда побеседовать с Господом и взять его законы. Но люди стали злее, стали грозиться ему смертью, расправой, если он их не выслушает. И они сказали ему: смастери нам золотого тельца, дай нам нашего Бога, мы хотим ему помолиться. И собрали все золотые изделия. И из золотых изделий смастерили золотого тельца и стали ему молиться, приносить дары и вокруг устраивать веселье и танцы. Так вот, смастерил Аарон золотого тельца, и Израиль стал поклоняться золотому тельцу. И в этот момент, не в этот момент, но в течение этих дней спускается Моисей с горы Синай, когда он увидел издалека, как народ поклоняется золотому тельцу, приносит ему дары. От злости своей разбил он те дощечки, на которых было написано 10 заповедей Господа, и приказал кинуть в огонь тех людей, которые поклонялись быку. Однако, согласно другой легенде, он говорит золотому быку: оживись. И тот оживился, встал и поклонился Богу, признав его верховодство. Собственно говоря, откуда культ золотого быка? Почему Израиль сразу мастерит себе золотого быка, а не какое-то иное животное, и не поклоняется ему и прочее? Культ золотого быка уходит корнями еще в архаические времена. А происходит это потому, что посланник неба и земли – золотой бык. Тот, который забирал молитвы людей и доносил до богов. Тот, который приходил как посланник удачи, как посланник радостной вести, как тот, который сообщает о переменах и о том, что боги человека услышали.
телец или золотой бык. Созвездие Тельца и люди, которые родились под созвездием Тельца, они своим упорством, своим трудом добиваются успеха. Есть у них такая жилка внутри. Почему именно бык выбран? Потому что бык, он упорный. Он своей силой, своим упорством, своим трудолюбием добивается всего. То есть это символично, это не просто так. Это говорило о том, что человек, который хочет достичь успеха и признания, должен за это трудиться, должен быть упорным, сильным и бесстрашным. То есть характер быка, тельца. Позже изображали богиню Фортуну вместе с золотым быком. То есть более, скажем так, поздние времена, когда символ золотого тельца становится уже всеобщим достоянием и Востока, и Запада, золотого тельца изображают вместе с Фортуной. Это уже символ богини Фортуны, символ удачливости, символ, приносящий, скажем, определенные удачные моменты для человека. Сообщается, что в Древнем Израиле настолько велико было поклонение и почитание быка или золотого тельца, что как бы ни запрещали, как бы строго не карали, под каким бы страшным запретом не находился культ древних богов, кроме бога Яхве, в любом случае даже цари тайком сооружали храмы, где поклонялись, приносили жертвы, приносили подношения золотому тельцу. Потому что считали, что золотой телец – это посланник между богами и людьми. Вы знаете, дорогие друзья, прежде чем подарить вам ритуалы, связанные с золотым тельцом, я поняла, что подробнее мне нужно рассказывать об этом символе, для того, чтобы люди поняли, к чему, почему этот символ нужно хранить у себя дома. Золотой телец – это символ силы, упорства, удачливости, власти и помощи богов. То есть посланник богов золотой телец, если будет у вас дома, даже без ритуалов, со временем он будет приносить свои плоды. А если вы его усилите, проведете с ним ритуалы время от времени, то вы в очень скором времени заметите такие перемены в жизни, которых не было раньше. Итак, эти ритуалы я вам подарю. В ближайшие дни я буду вам дарить связанные ритуалы, подношения, все, что касаемо культа золотого тельца. Но прежде я вам расскажу, почему именно золотой телец был символом, во-первых, посланником богом, и, во-вторых, почему его считали символом благополучия, удачи и денег. В древние времена, в отличие от современных религий и культов, которые только для себя гребут и не думают даже помочь, скажем так, людям, нуждающимся, да? В древние времена языческие, архаические религии, они думали о простом народе и всегда пропагандировали милосердие, взаимопомощь, любовь, обещая за это благословение богов и как бы проповедуя милосердие судьбы к тем людям, которые, имея возможность, помогали тем, у которых этой возможности нет. Так вот, поскольку золотой бык был символом фортуны, символом судьбы, удачливой судьбы, милосердной судьбы, то в праздник, посвященный богам, либо праздник фортуны, либо в любой иной великий праздник религиозный, быков красили золотистый цвет, а в Римской империи вовсе стали красить вообще в золотую пыльцу. Быков, которые находились в услужении в храмах, которых нельзя было убивать, они должны были доживать свой век
то есть в полном достатке. Они были одни из служителей храма, посвященные животные богам, различным богам. Например, и Юпитеру было посвящено, да, много быков. Но в отличие от других богов, Юпитеру они приносились в жертву. А в этом случае золотые быки, как их называли, или золотые тельцы, они были служителями храма точно так же, как и жрецы. И эти быки выполняли очень важную функцию. Их красили на праздник в золотистый цвет, полностью с ног до головы, и включая и рога. И этих быков вели по площади главной, значит, по главной площади столиц, ну и в том числе других крупных городов. И люди, которые собирались вокруг золотых быков, кидали им монеты, украшения, драгоценности. Считалось, что если они попадут в быка, то их жизнь начнет меняться. На самом деле эта традиция была создана для того, чтобы люди могли совместными усилиями, собирая деньги, собирая общую, скажем так, энергию, да, воедино помогать другим людям. Так вот, более высокопоставленные жрецы шли впереди, напевая песнопения и благодарение богам. Те, которые были ученики и новички, они шли сзади, собирая деньги, которые кидались быкам. И этих денег бывало достаточно, чтобы построить богадельню, чтобы помочь больным людям, чтобы накормить бездомных людей, чтобы помочь бедным, скажем, семьям, да, достроить свои дома или помочь талантливым детям получить образование и обучение. Вот таким вот образом жрецы древних религий с помощью золотого тельца собирали помощь людям. А значит, этот символ золотого тельца стал, скажем так, символом удачи, денег, взаимовыручки, помощи, хорошей новости. Ведь это же была хорошая новость для людей, которые нуждались в помощи. Если вывели быков, значит, соберут нужные средства и им построят богадельню, и их накормят. И за эти деньги, скажем, помогут бедной семье и так далее, и так далее. На самом деле архаические религии были построены на очень такой, знаете, вселенской мудрости. Например, запрещали определенное время сезон охоты на крокодилов, на иную живность, объявляли это время священным. Считал, что в это время боги спускаются к Нилу, и поэтому нельзя в это время охотиться на животных. Для чего это делалось? Это делалось для того, чтобы сохранить популяцию животных. Для чего делались эти ритуалы, обряды с золотыми тельцами? Для того, чтобы призывать людей к милосердию, для того, чтобы люди помнили, что им нужно откупаться за свои, скажем так, не очень хорошие поступки, но тем самым этот откуп пойдет и послужит доброму делу. Символ золотого тельца хранили у себя дома римляне. Заказывали, богатые семьи заказывали себе золотых тельцов. Семьи, у которых не было возможности, скажем, заказать золотого тельца, они, как правило, шли поклоняться золотому тельцу в его храм. Смотрите, как необычно красиво выполненная работа. Я взяла золотого тельца специально для того, чтобы показать вам ритуалы, связанные с ним. Потому что тот золотой телец, который лично мой, я его не показываю. Он поменьше. Но в любом случае и этот золотой телец, которого я, скажем так, усилю, да, наделю определенной энергией, он тоже будет служить мне, в том числе для денежной магии. Имея дома золотого тельца, вы уже изначально собираете денежную силу для себя. Вы изначально силу, вот этот вот символ удачливости притягиваете на свою сторону. Теперь начнем с того, что зритель должен быть готов к подобным ритуалам. Именно поэтому вначале я обновила культ
фортуны, объяснив вам, для чего, как, каким образом это все нужно делать. Когда зритель был уже готов, уже понял, как работать с богами, как работать с силами, теперь можно постепенно, как бы объясняя, вводить вот этот курс новый денежной символики, который присутствует, который есть и издревле существует. Если вы заметили, возле больших торговых центров иногда видите там вот такую забавную, красивую коровку называем, да, но на самом деле это бык, это тот самый символ золотого быка. Символ золотого быка вы можете встретить на многих-многих логотипах фирм и компаний, я уже говорила. Этот символ, он притягивает денежное довольствие, денежную силу. Даже если вы с ним ничего не проведете. Но есть определенные правила, которые должны быть у этой статуи. Во-первых, эта статуя должна быть из металла. Обязательно. Вот это медь. Очень тяжелая статуя. Ой, вот. Ну ладно, ничего страшного, он там погас. Так вот, металл должен быть обязательно. То есть золотой телец должен быть из металла, не из другого материала. Второй момент. Он должен быть золотистого цвета. Желательно без никаких там украшений, всяких выкрутасов и чего-то еще не должно быть. Нежелательно, чтобы было. Размер золотого тельца не столь важен, но, скажем так, средний размер, не слишком маленький, не слишком большой, чтобы вам было удобно. Ну, большого золотого тельца можно, но слишком маленький не рекомендуется, потому что он должен быть виден в вашем доме. Его должны видеть. Желательно, если его видят, и вы будете видеть. Как проводить с ним ритуалы, я объясню, надеюсь, или завтра, или на днях, каким образом это нужно делать. Ритуалы нужно проводить время от времени, оживляя золотого тельца, а потом просто подходить и гладить вот по его острым рогам, ставить ему благовоние, ставить ему определенные подношения. И это все я вам объясню, научу и скажу. И просить. И со временем вы заметите, что ваше слово будет иметь больше веса, чем раньше, и на своей работе, и среди людей. И что ваша удачливость, она будет более ощутима и видна. Вообще золотой телец, я вам еще раз повторяю, это был настолько сильный символ, это был настолько живучий культ, и это был настолько сильный культ, потому что слабый культ не остается надолго, слабый культ, он со временем забывается, но этот культ не забывался и в Израиле, где строже всего было поклонение именно своему национальному богу, цари, вельможи тайком поклонялись золотому тельцу. Итак, дорогие друзья, еще один символ благополучия, посланник богов, тот, который упорством, трудом и трудолюбием добивается успеха. Тот, который со временем притягивает этот успех в ваш дом. Вообще денежный идол, культ удачливости, культ богатства, денег, золотой телец. Историю золотого тельца я вам рассказала. Скажем так, символ и любимое животное, любимое животное, один из любимых животных, фортуны. Гуси и золотой телец. Иногда ее изображали со львом, но культ льва со временем отошел в прошлое, остался только телец. Будут ритуалы совместно с ней, будут ритуалы только с золотым тельцом, но то, что вы получите, проводя ритуалы с ним, вас просто удивят и поразят. Это однозначно случится, как вообще, в принципе, во всех случаях с ритуальной магией, которые мы с вами проводили. Итак, можно ли провести ритуал без золотого тельца? Боюсь, что нет. В этом случае никак нельзя.
Если в случае с Фортуной можно просто обращаться к богине, даже без ее, скажем, статуэтки, да, ее статуэтка всего лишь усиливает, создает определенную атмосферу денежной и удачливой энергии. В этом случае никак нельзя, потому что золотой телец, он должен присутствовать. Если вы хотите повернуть милосердие богов и удачливость на свою сторону, то у вас должен быть тот самый, скажем так, символ этой удачливости, силы, упорства, власти и богатства, который, собственно говоря, из себя представляет вот это все перечисленное. Это золотой телец. Итак, открываем новый этап древних ритуалов, и один из них будет связан с золотым тельцом. Несколько из них, только один этап имеется в виду. Естественно, не только с золотым тельцом я буду проводить, но с золотым тельцом достаточно один раз проводить, некоторое время просто огромное количество удачливой волны, а потом снова, когда это все немножко ослабевает, снова с ним проводить и снова получить эту волну удачливости. Одним словом, вы сами увидите, что и как у вас поменяется. Всех благ, до встречи и готовьте свои книги теней. Будем усиливать себя все больше, больше и больше. Будем внедряться в древние века, в древние времена, в древние культы. Будем вспоминать забытые культы, забытых богов, забытые ритуалы, забытые обращения, символы, но то, что рядом с нами, и то, что нам всегда может принести очень много удачи, очень много того, чего нет у тех людей, которые, скажем так, не применяют это в своей жизни. Итак, сегодня попрощаемся с золотым тельцом, с этим красавцем, не налюбуюсь. Очень красивая работа, очень живой такой бык, каждый мускул виден. Он тяжелый, поэтому немного трудновато. Вот. И ждите в ближайшее время новые работы во имя вас. Всего доброго.